Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». На этом канале вы можете найти интересный и понятный контент для тех, кто изучает русский язык. Сегодня будет влог, и в этом влоге я хочу вам рассказать о том, что произошло вчера. Вчера я стоял на этом балконе. Это балкон моей квартиры в городе Нови Сад в Сербии. Так вот, я стоял здесь, но я видел не такую прекрасную, ясную, теплую погоду. Вчера была буря, сильный дождь и ветер сносил деревья. Вот так это было. Короче, такой вот у нас ураган, свалил деревья, там вон мотыляется кусок огромного типа ангара, такого накрытого, ну как какой-то тканью, там бассейн вообще, вон там оторвался огромный кусок, и вообще, вон, вообще охренеть, гроза жуткая, дождь спалил, ну и в общем-то посносило деревья. Там он, по-моему, мусорку то ли разломала, то ли не разломала. Короче, капец просто. Тут так поднимало ветки, просто летали вот здесь вот везде ветки, только что буквально минуту назад. Но и там, конечно, дичь до сих пор происходит, лютая. Там он еще что-то как будто отрывает. Блин, краны, главное, чтобы не повалило. Вон там краны стоят. Такой ветер, блин, может и краны повалить, это пипец. Вчера это была настоящая стихия, просто буйство стихии. Было, честно говоря, страшно. Гремел гром, лил дождь, и я видел, как просто падают огромные ветки. Ветки отрываются и падают. И сейчас я спустился вниз, чтобы показать вам, насколько сильный вчера был шторм и ветер, и что вообще произошло за эту ночь. Это то, что вот такими ленточками огорожены части рядом с домом. Вот здесь часть огорожена, вот там тоже часть огорожена. И я не понял, почему? Что, может дерево упасть сюда? Но нет, дело не в деревьях, дело в чем-то другом. Но в чем? На вот такой ленточке я увидел объявление. Здесь написано «Пажня пада креп». Пада креп. Что-то падает. Но я не понял, то есть, внимание, что-то падает. Но я не понял, что может падать, что падает сверху. Посмотрите, наверху просто небо. Что, небо может упасть мне на голову? Я реально не понял. Однако, я шел дальше по улице, и я видел вот такие вот вещи. На земле я увидел вот такие вот глиняные черепки. Такие черепки. Один, второй, то есть куски глины, как будто куски кирпича, но это не кирпич. Я понял, что эти штуки, это и есть эти крэп, да, крэпы. То, что было написано на табличке. И это на самом деле жуть. Посмотрите, как они помяли эту машину. И затем я увидел вот это. И мне сразу стало понятно, что это. Это черепица. Черепица, которая находится на крыше зданий. Видите, там наверху, надеюсь, вам видно, кусок черепицы, он лежит прямо на, как это называется, на сливе. Вот этот металлический слив для воды, да, водосток, он называется водосток. И прямо на водостоке лежит кусок черепицы, и он может упасть в любой момент. Поэтому огородили ленточкой вот эту зону, это пространство. В общем, вчера, когда был ветер, то несколько кусков черепицы, да, вообще много, я так понимаю, что много кусков черепицы
слетела с крыши, и вот здесь можно посмотреть следы. Посмотрите, следы, оранжевые следы этой черепицы. Ух, страшно. Очень страшно. Представляете, если такая черепица сверху упадет тебе на голову. Очень опасно. Вчера в Нови-Саде с деревьев падали ветки. И эти ветки падали прямо на автомобили. Но не только ветки падали. Падали также и деревья. Посмотрите вот на это дерево, например. Просто кусок дерева отвалился и упал прямо на парковку. И на этой парковке находилась вот эта машина. И посмотрите, в каком машина состоянии. У нее и здесь вмятина, и повреждено зеркало заднего вида, и часть капота. В общем, этой машине досталось очень-очень сильно. Но вчера также этот плакат был сорван ветром. Посмотрите, жесть. По всему городу теперь разбросаны ветки. Вот маленькие ветки, ветки побольше. Есть и совсем большие ветки, но многие из них уже убрали. Потому что сегодня коммунальные службы весь день убирают ветки, деревья. В общем, все последствия вчерашнего урагана. Помните, вчера на видео ветер пытался сорвать крышу у одного такого крытого ангара? Так вот, это спортивный центр, и давайте посмотрим, что с ним сейчас. Вот этот ангар, или я не знаю, как он называется, но посмотрите на его крышу. Да-да, парковка была платная, а теперь кажется, что парковка стала бесплатной, потому что знак больше не говорит, что парковка платная. Вот такие вот разрушения. И снова ветки, ветки, ветки. Десятки ветвей. Причем посмотрите, какие огромные ветки были сорваны с дерева. Просто кошмар. Какой сильный ураган. Это плод каштана. Дерево называется каштан. Вот, посмотрите, обалдеть. Обалдеть. Просто все снесено. Ничего себе. Ничего себе. Охренеть. Вы посмотрите, какую огромную. Это уже не ветка. Это уже просто огромный кусок дерева. Капец. Откуда он упал? Откуда он упал? Наверное, вот оттуда. Вот оттуда, наверное, он упал. И вот здесь тоже, смотрите, просто куски веток торчат везде. Кошмар. Это просто какая-то катастрофа. Я не знаю, правда это или неправда, но я слышал, что в Белграде вчера даже свалился строительный кран. Строительный кран, представляете? Строительный кран, вот это, да, огромная, высоченная конструкция, то ли упала, то ли что-то с ней случилось. Это вообще просто невероятно. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотрите, а здесь сосна упала. Не просто упала. Сосну ветер выдернул с корнем. Ветер выдернул сосну с корнем. Посмотрите, просто с корнем. Просто невозможно. Просто невероятно. Это просто невероятно. Это просто невероятно. Кажется, я понял.
Вот это дерево, достаточно высокое дерево, и эту часть сорвал ветер, и дерево упало сюда, вот на это место, где я стою. Но его уже, я говорил, коммунальные службы работают, поэтому его уже убрали с дороги и распилили. Видите? Вот, его уже распилили и убрали сюда. Я помню, что в 2018 году, когда я работал в Москве на чемпионате мира по футболу, здесь будет ссылка на один из влогов, то в то время, как раз перед началом работы, был в Москве сильный ураган. Вообще в Москве летом часто случаются ураганы, и часто ураган ломает деревья. Но, честно говоря, вот такого масштаба я, наверное, пока еще не видел. Короче, ребят, прошло буквально 2 дня, и снова эта жесть повторяется. Давайте попробуем выйти туда на улицу и посмотреть, что происходит. Я не знаю, в этом городе, каждую неделю, что ли, такое. Короче, сейчас мы будем пробовать выходить туда. О, какой поток ветра! Черт! Ядрёна вошь! Я весь мокрый уже! Капец! Сейчас опять начнет ломать деревья. Я уже чувствую. Охренеть, какой ветер. А вон уже деревья опять. Ничего не видно на камеру. Дождь заливает. Твою мать. Какой дождина. Ох, охренеть. Охренеть. Просто охренеть. Это просто жесть. Вот, уже опять деревья, машина остановилась, потому что опять деревья начало сносить. Вон ветки уже летят. Черт побери. И там тоже. Короче, это апокалипсис. Апокалипсис. Буквально минуту там, и я уже просто весь мокрый, насквозь мокрый. Вообще мы сели с Юлей пить кофе вечером, вот, с таким вот вкусным пирожком. Господи, как вкусно. Но вдруг начался этот нереальный ураган. Ну, давайте попробуем еще раз туда выйти, просто... для, не знаю, просто для, я не знаю для чего. Просто, Юля, можешь открыть дверь, пожалуйста? Ох, Матерь Божья. Это нахер чё? Это просто пиздец! Это просто пиздец! Сейчас реально что-нибудь прилетит, это не смешно. Это просто жесть. Это я в жизни такого не видел. Ну, то есть там прям реально деревья. У нас, стекла дрожат. Стекла дрожат, серьезно. Кошмар. Просто кошмар. Это реально раза в 2 сильнее, чем в прошлый раз было. Из-за этого ветра, просто нереального ветра, просто апокалипсиса на улице, может... что-то случится с электричеством, какое-нибудь короткое замыкание, поэтому лучше из розеток в это время вытыкать все, то есть отключать электроприборы. Но там, конечно, пока буря не успокаивается, и это, конечно, просто Армагеддон. Ну вот что я и говорил, друзья. Там еще кусок дерева, не знаю, насколько видно, вот такой вот кусок дерева просто упал. И опять просто все в ветках, везде ветки на дороге. Кошмар, конечно, ё-моё, опять порыв ветра. Вот оттуда ветер дует с той стороны, поэтому я здесь его не чувствую, потому что здесь стена. Но вообще ветер, конечно, там жуткий. Ну-ка, я попробую сейчас снять. Да. Вот они последствия. Вот они последствия. И это только здесь.
Я смотрю видео других людей, просто у домов, вот у разных зданий больших просто крышу отрывает. Это, конечно, просто, не знаю, Армагеддон и катастрофа. Я не знаю, ребят, я такого, конечно, не видел. На моих глазах такого не происходило точно. Друзья, разрушение после вчерашнего ветра просто, я не знаю, но это реально, это какая-то катастрофа. Посмотрите просто вот на это. Но это еще не все. Вот это вот куски кровли. Вот это вот куски вот того здания. Посмотрите, что с ним стало. Посмотрите, что нахрен с ним стало. Что нахрен стало с этим зданием? Светофоры не работают. Это что? Все просто разрушено. И вот такие куски, не знаю, кровли или облицовки, металлопрофиль это называется, куски просто повсюду. Это просто что-то невероятное. Это что за ветер такой вообще? Так, тут еще и провода, друзья, тут еще и провода. Здесь явно не стоит ходить, потому что эти провода в теории могут быть под напряжением. Это просто жесть. Это просто жесть. Это просто какая-то несусветная дичь. Такое ощущение, что здесь просто бомба какая-то взорвалась. Самое интересное, что я не помню этого всего. Откуда это все взялось? Наверное, это сверху. Может быть, сверху вот там была какая-то часть. Но здесь точно не было ничего. Здесь была парковка. Вот, разметка от парковки. Здесь была парковка. А вот здесь ресторан. Был ресторан. Матерь Божья. Матерь Божья. Посмотрите на это дерево. Ну, ресторан вроде более-менее в порядке. Но, конечно... Я не могу понять, откуда вот это все. Откуда? С этой стороны хорошо видно, что вот она, внешняя часть, а это вот конструкции. Такая деревянная ферма, деревянный каркас. Но откуда это взялось, я просто не понимаю. Откуда это прилетело или откуда это упало. Вот посмотрите, на этой стороне тоже... Блин, зомби-апокалипсис, а? Просто зомби-апокалипсис. Наше с Юлей предположение, что, может быть, что-то было закрыто вот здесь. Кстати, помните, я показывал вот тот ангар, у которого в прошлый раз снесло часть вот этой вот материала, крыши, да, кровли. Сейчас он весь почти... как просто, ну, весь как металлический каркас, то есть ничего на нем не осталось, одни обрывки. Ну вот, а эта часть, ну, наверное, откуда-то отсюда она прилетела. Знаете, глядя на все эти разрушения, у меня пульсирует в голове только один вопрос. Вот смотрите, землетрясения, ураганы, постоянные бедствия где-то в мире, то в одной части, то в другой. Нахрена люди еще, блин, друг с другом воюют? Это просто какое-то безумие, это просто какое-то безумие. К черту, просто к черту эти все войны, весь этот идиотизм. Нужно вместе, блин, как-то решать проблемы. Это просто